Всем привет! Вы на моем канале Вернит Вязание. И сегодня гость программы у меня вот такая милая игрушка-хрюшка. В видео я вам расскажу, как ее связать. А вы пока не забудьте подписаться. И приступим с вами к вязанию. Игрушку мы будем вязать из буклированной пряжи розового цвета. У меня фирма Про Пряжу, в 100 граммах 80 метров, 20% шерсти и 80% полиамид. Также нам понадобится второй вид пряжи ярко-розового цвета. У меня Alize Baby Wool в 50 граммах 175 метров, но можно использовать и другую пряжу такого же метража. Далее нам понадобятся чулочные спицы 2 мм, крючок и глаза вот такого вида. У меня диаметр глаз 5 мм. Берем основную пряжу и на 3 спицы набираем 15 петель по 5 петель на каждую. Размещаем нить между большим и указательным пальцем и 3 пальцами другими придерживаем. И вставляем спицу под нашу нить и вывязываем сразу 2 петли. И далее вывязываем также 3-ю петлю, 4-ю и 5-ю. Берем вторую спицу и теперь на нее набираем также 5 петель. Первая петля, вторая, 3-я, 4-я и 5-я. Берем 3-ю спицу и на нее набираем тоже 5 петель. Первая, вторая, 3-я, 4-я и 5-я. Все, набрали, и здесь мы завязываем с вами узелок. Далее соединяем наше вязание в круг и вяжем по кругу первый ряд 15 петель лицевыми. Первая петля, провязываем лицевой, вторая, 3-я. И так по кругу до конца ряда. Вяжем второй ряд. Во втором ряду будем делать прибавки, провязывая 5 лицевых, прибавка, и так чередуем 5 лицевых, 1 прибавка. Прибавится всего 3 петли. Вяжем 5 лицевых. Первая лицевая, вторая, 3-я, провязываем, 4-я и 5-я. Затем делаем прибавку в виде вот такого вот колечка, накидываем на спицу и затягиваем. Переходим на вторую спицу, провязываем 5 лицевых и делаем в конце прибавку. И также на 3-й спице 5 лицевых и прибавка. Теперь у нас на спицах 18 петель и вяжем 3-й ряд по кругу лицевыми. 1 лицевая, 2, 3. И так по кругу до конца ряда. Там, где у нас была прибавка, мы ее провязываем лицевое. Следующий вяжем 4-й ряд и в нем будем снова прибавлять, провязывая 6 лицевых, прибавка, 6 лицевых, прибавка, 6 лицевых, прибавка. Провязали 6 петель и делаем прибавку. И то же самое повторяем на второй и на 3-й спице. На спицах у нас теперь 21 петля. Вяжем 5-й ряд, в нем снова будем делать прибавки по следующей схеме, провязывая 3 лицевые, прибавка, 3 лицевые, прибавка, и так чередуя провязываем до конца ряда. Итак, вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3. И теперь делаем с вами прибавку снова в виде колечка. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. И снова прибавляем. Прибавили. И продолжаем так чередовать до конца ряда. После 5-го ряда на спицах будет 28 петель. Следующий 6-й ряд мы вяжем лицевыми без прибавок.
В 7 ряду мы снова будем делать прибавки, провязывая 2 лицевые прибавка, 2 лицевые прибавка, и так чередуя вяжем до конца ряда. Итак, вяжем 2 лицевые, 1, 2 и делаем прибавку. Снова 2 лицевые, 1, 2 и прибавляем. И так до конца ряда. После 7 ряда на спицах 42 петли, 8 и 9 ряд мы провязываем лицевыми без прибавок. В 10 ряду мы опять прибавляем, вяжем 2 лицевые прибавка, 2 лицевые прибавка, и так до конца ряда. Вяжем 2 лицевые, 1, 2 и делаем прибавку. Снова 2 лицевые, 1, 2 и прибавка. И так до конца ряда. Я довязал 10 ряд на спицах, теперь 63 петли, и следующие 5 рядов мы провязываем без прибавок лицевыми по кругу. В 16 ряду мы начнем с вами убавлять, провязывая 2 лицевые, убавка, и чередуем 2 лицевые, убавка. Итак, вяжем 2 лицевые и делаем с вами убавку. Я провязываю 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова вяжем 2 лицевые, 1, 2 и далее 2 вместе лицевой за задние стенки, делая таким образом убавку. Итак, чередуя, провязываем до конца ряда. В конце ряда останется 3 лицевые петли, их провязываем лицевыми. На спицах у нас теперь 48 петель, и следующие 17 и 18 ряды мы вяжем по кругу лицевыми без убавок. В 19 ряду снова будем убавлять, также провязывая сначала 2 лицевые, потом 2 вместе лицевой. И так чередуя, вяжем до конца ряда. Итак, вяжем 2 лицевые, 1, 2 и 2 вместе лицевой за задние стенки. И так повторяем до конца ряда. Теперь на спицах у нас 36 петель, и следующий 20 ряд вяжем без убавок. В 21 ряду снова убавляем, провязываем 3 лицевые и делаем убавку. И так чередуем 3 лицевые, убавка. Итак, вяжем сначала 3 лицевые, 1, 2, 3 и делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова 3 лицевые, 1, 2, 3 и опять убавка, 2 вместе лицевой за задние стенки. Итак, чередуем, провязываем до конца ряда. В конце останется 1 лицевая, ее провязываем лицевой. На спицах теперь 29 петель, и следующий 22 ряд мы провязываем без убавок. Вяжем 23 ряд и в нем снова убавляем. Провязываем 5 лицевых, убавка и чередуем. Итак, вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 вместе лицевой за задние стенки. Сделали убавку. И далее повторяем все и вяжем так до конца ряда. На спицах теперь 25 петель, и следующий 24 ряд вяжем без убавок лицевыми. 25 ряд снова с убавками. Провязываем 1 лицевая. Далее убавка, 2 вместе лицевой. И так чередуем. Лицевая, убавка, 2 вместе лицевой. Так чередуем, провязываем до конца ряда. На спицах теперь 17 петель, следующий 26 ряд вяжем по кругу лицевыми. В 27 ряду снова делаем убавки, как в 25. Провязываем 1 лицевую, далее 2 вместе лицевой. И так чередуем, провязывая до конца ряда. В конце останется 2 лицевые, их провязываем лицевыми.
На спицах теперь 12 петель и следующий 28 ряд вяжем без убавок лицевыми. В следующем 29 ряду будем делать последнюю убавку. Так как у нас всего 12 петель, я их распределил по 4 петли на каждой спице и буду делать по одной убавке на каждой спице посередине. Итак, провязываю сначала одну лицевую, далее 2 вместе лицевой, мы делаем убавку и провязываем еще одну лицевую. И такую убавку нужно повторить на второй и на третьей спице. Теперь у нас на спицах всего 9 петель, по 3 петли на каждой. Вот такое туловище у нас получилось. Далее продолжаем на этих же спицах с вами вывязывать хвост без убавок, просто по кругу лицевыми провязывая 9 петель. И нужно связать примерно 11 сантиметров. Итак, хвост я связала, и теперь все петли, которые у нас находятся на спицах, нужно переснять на нить. Вот я ее уже отрезала и переснимаем с вами. Провязываем как лицевую и нить вытаскиваем. Петлю потом снимаем. И также с другими петлями. Теперь все петли мы подтягиваем и здесь делаем узелок. Все, завязываем и затягиваем. Далее при помощи крючка эту нить убираем вовнутрь. Вот такой хвост у нас вышел. Для того, чтобы хвост у нас был закрученный, я решила в него вставить вот такую проволочку. Края я обмотала ниточками, чтобы не кололись. И теперь эту проволочку я вставлю в хвост. Все, вставляем. И теперь потихонечку вот так вот его подкручиваем. Вот теперь наш хвост полностью готов. Далее в туловище нужно вставить нам глаза. В центре у нас будет находиться пятачок. И глаза мы будем вставлять чуть выше этого центра. Все, глазки я присоединила. И теперь набиваем наше туловище наполнителем. Итак, туловище я заполнила. Вот такое плотное оно получилось. В центре мы затягивать отверстие вот это не будем, так как на это место будем пришивать пятачок. А сейчас приступим к его вязанию. Сам пятачок мы будем вязать на 2 спицах поворотными рядами. Сначала на спице наберем 12 петель. Так, набрали и в конце завязываем с вами узелок. Берем вторую спицу и вяжем первый ряд лицевыми. Первую мы снимаем и далее вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. И так до конца ряда. В лицевом ряду последнюю провязываем изнаночной. Переворачиваем на изнаночную сторону, с этой стороны вяжем изнаночными. Первую мы снимаем и далее вяжем петли изнаночными. Итак, провязываем мы до конца ряда, и всего нам нужно связать в длину 16 рядов. Итак, 16 рядов я провязала, вот такое полотно вышло. И далее мы отрезаем ниточку, оставляя небольшой конец, и переснимаем вот эти петли на спице на данную нить. Провязываем как лицевую и вытягиваем. И петлю мы снимаем. И так продолжаем другими петлями. Снова провязываем как лицевую, нить вытягиваем и петлю мы снимаем. И так со всеми петлями до конца. Далее мы берем с вами крючок или можно взять иголку, и этой же нитью нам нужно обойти края нашего полотна. Вставляем крючок в край, захватываем нить и вытягиваем.
Или же при помощи иголки мы стежками вот так обходим края до начала, где у нас была первая петля. Итак, я обошла края нитью, немножко подтянула. Вот такую закругленную форму приобрел наш пятачок. И далее в него нужно положить немножко наполнителя. Теперь наш пятачок нужно пришить к туловищу. Нить я уже присоединила с иголкой и начинаю пришивать. Сначала захватываю туловище, далее пятачок и подтягиваю. Снова захватываю туловище и пятачок. Продолжаем так пришивать, обходя по кругу весь пятачок. Далее этой же нитью я хочу сделать 2 дырочки в нашем пятачке. Вставляем иголку чуть-чуть левее центра. И потом в это же место вставляем и вытягиваем ее сзади. И чуть-чуть подтягиваем. Все подтянули. Образовалась вот такая дырочка у нас. И здесь ее фиксирую узелком. Зафиксировали. Чуть-чуть левее вывожу иголку. И снова ввожу в пятачок. Уже правее от центра. Также подтягиваю. И снова ввожу иголку сзади. Тоже затягиваем. Вот образовались 2 дырочки у нас. И сзади я также фиксирую узелком. Все, вот такой пятачок сформировался у нас. И теперь эту нить вывожу сбоку и тут ее отрезаю. Далее мы будем вязать с вами ножки, также на 2 спицах поворотными рядами. И для начала нужно набрать 9 петель. Набираем. Берем вторую спицу и первый ряд вяжем лицевыми. Первый я снимаю и дальше вяжем 9 петель лицевыми до конца. Провязываем. Последнюю провязываем изнаночной. Далее поворачиваем на другую сторону. С этой стороны вяжем изнаночными. Первую снимаем и далее провязываем изнаночную. И так до конца ряда. И нужно связать нам всего 12 рядов. Итак, я провязала 12 рядов. Далее отрезала нить и переснимем теперь все петли на данную нить. Провязываем снова как лицевую и нить при этом вытаскиваем. Вытащили и снимаем петлю. И так проделаем с остальными петлями. И далее, как у пятачка, нужно нитью обойти по краям квадрата, чтобы стянуть. Вот такая выходит у нас ножка. И таких нужно связать одинаковых 4 штуки. И потом чуть-чуть заполнить их наполнителем. После того, как вы свяжете все 4 ножки и наполните их, присоединяйте их к туловищу. И нужно в эти места их пришить. Сюда пришиваем по кругу, сюда и сюда. Далее приступим к вязанию ушек. Ушки будут состоять из 2 деталей. Сначала первая деталь из ярко-розового цвета вяжется, потом из светло-розового цвета. Но все 4 детали ушек, они будут вывязываться одинаково. Будем вязать поворотными рядами на 2 спицах. Итак, сначала мы набираем на спицы 10 петель. Набираем. Набрали и в конце завязываем с вами узелок. Далее берем вторую спицу и здесь первый ряд мы будем вязать изнаночными. Первую я снимаю и далее вяжем изнаночными.
Далее поворачиваем на лицевую сторону и с лицевой стороны будем вязать лицевыми. Первую снимаю и дальше вяжем лицевыми. Продолжаем так вывязывать ряды изнаночные и лицевые. Нужно связать всего 9 рядов. Я провязала 9 рядов. В следующем 10 лицевом ряду мы будем делать убавки. Первую я снимаю и далее делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Далее вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, следующая 4. И снова будем делать убавку, провязывая 2 лицевые вместе, но за передние стенки. А чтобы удобнее было их провязать, я их сейчас разверну. И провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. Последняя идет изнаночная. Далее поворачиваем на изнаночную сторону, здесь провязываем ряд изнаночных. Переходим снова на лицевой ряд и здесь также будем делать убавки. Первую я снимаю и снова провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Далее вяжем 2 лицевые. 1, 2. Следующие 2 петли снова я разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за передние стенки. Это вторая убавка. Последняя изнаночная. Далее поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Здесь вяжем изнаночными. Снова переходим в лицевой ряд и здесь опять убавляем. Первую снимаем, далее 2 вместе лицевой за задние стенки. Следующие петли мы разворачиваем и провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. Последняя идет изнаночная. Изнаночный ряд провязываем изнаночными. Снова переходим в лицевой ряд. Первую мы снимаем и делаем последнюю убавку, провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Последняя у нас петля изнаночная. Переходим на другую сторону. Петлю сейчас я сниму и нить переведу перед работой. И сейчас провяжем эти 3 петли 3 вместе изнаночной. Все, провязали. И нить мы отрезаем. Далее берем крючок и при помощи крючка затягиваем вот эту петлю. И далее этим же крючком мы вовнутрь спрячем нашу ниточку. Все, одна деталь к уху у нас готова. Нужно связать вторую такого же цвета и 2 детальки светло-розового цвета по этой же схеме. Итак, я связала все 4 детали. Теперь их нужно сложить. Изнаночная сторона к изнаночной. Вот с этой стороны будет лицевая и с этой лицевая. И также второе ушко складываем. Далее присоединяем иголку с ниткой и нам нужно эти части сшить по краям. Я взяла обычную нить и стежками пришиваем друг к другу именно по лицевой стороне. Итак, продолжаем мы сшивать края ушек. Нужно прошить до второго края. После этой же нитью я буду пришивать наше ушко к хрюшке. Также стежками сначала с одной стороны пришиваем и потом с другой стороны. И присоединяем потом второе ушко, его тоже пришиваем. Итак, все детали хрюшки я пришила, уши и лапки. И теперь я хочу украсить наши глазки белым ободочком, чтобы они были более выразительные. Уже ставила нить в иголку. И еще я в пятачке подкрасила наши вот дырочки при помощи теней, чтобы он тоже был более выразительный.
Белую нить я взяла примерно такой же толщины, как и розовый, с которым мы вязали ушки. Все, теперь приступим к пришиванию этой белой нити к глазам. Вставляем иголку сзади туловища и выводим под правым глазиком. Нить сзади оставляем вот такой небольшой кусочек. Далее обходим глазик ниткой, вставляем иголку над глазом и выводим над вторым. И у нас получится вот такая вот дуга. Все, подтянули. И теперь вставляем иголку под вторым глазиком и выводим в начало, где у нас вставлялась иголка. Все, и теперь нашу нить выводим сзади туловища. Подтягиваем. И теперь при помощи ножниц отрезаем наши нити. Все, наш поросенок теперь полностью готов. Надеюсь, он вам понравился и вы с удовольствием его свяжете. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Всем пока-пока!